Не успел АвтоВАЗ ввести новый утиль-сбор, как тут такое. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что китайские бренды не должны конкурировать с АвтоВАЗом на российском рынке. Им запрещено делать дешевые автомобили. По его словам, бренды из Китая смогут работать в тех сегментах, где их модели не пересекаются с автомобилями Lada. Ну а наши требования – это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил Мантуров. Представьте обычную ситуацию. Человек несколько лет копит на автомобиль. Не на премиум и не на спорткар, а просто на нормальную машину для семьи, работы, поездок. Он открывает сайты объявлений, заходит в салон, смотрит цены и постепенно понимает странную вещь. Машины становятся дороже быстрее, чем растут его доходы, а выбор при этом почему-то становится меньше. И вот в этот момент ему начинают объяснять, что все происходящее ради его же блага, ради промышленности, ради будущего страны, ради поддержки отечественного производителя. Но давайте честно, если человеку приходится переплачивать за автомобиль только потому, что более выгодные варианты искусственно ограничили, то это уже не свободный рынок. Это рынок, где победитель назначен заранее. Недавно прозвучало заявление, которое многие пропустили мимо ушей, хотя на самом деле оно очень показательное. Российские власти фактически подтвердили, китайские производители не должны создавать прямую конкуренцию АвтоВАЗу. И вот здесь начинается самое интересное, потому что речь идет уже не о скрытой политике, не о кулуарных договоренностях, а о практически открытом признании того, как сегодня устроен автомобильный рынок. Смысл всей конкуренции предельно простой. Китайским брендам готовы открывать двери, но только в определенные сегменты. Хотите продавать дорогие кроссоверы, гибриды, электромобили – пожалуйста. Хотите зайти в массовый бюджетный сегмент, где раньше были Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan – это запрещено. Потому что именно там находится территория, которую нужно удерживать за отечественным производителем. Ирония ситуации в том, что именно этот сегмент сегодня наиболее пустой. Огромное количество людей ищет доступную машину, а выбор становится все беднее. Раньше человек с относительно небольшим бюджетом мог сравнить несколько брендов комплектации двигателей. Теперь зачастую сравнивать приходится только между разными версиями одной и той же Лады. Причем власти прекрасно понимают проблему. Они видят, что китайские компании способны быстро закрыть этот вакуум. Более того, многие китайские автомобили уже сейчас предлагают оснащение, которое еще недавно считалось уровнем более дорогих машин. Камеры кругового обзора, адаптивные системы, хорошие мультимедиа, нормальная шумоизоляция – все это постепенно стало обычным даже в среднем сегменте. И вот главный страх системы, если китайский производитель зайдет в бюджетный класс без искусственных ограничений. Покупатель начнет сравнивать напрямую. А прямое сравнение – это самая опасная вещь для любого рынка, который долго существовал без настоящей конкуренции. Потому что покупатель смотрит не на лозунги, а на конкретные вещи. На цену, на качество сборки, на оснащение, на расход топлива, на комфорт, на гарантию. И если одна машина объективно выглядит выгоднее другой, никакие патриотические речи не заставят рынок голосовать иначе. Поэтому за последние годы вокруг авторынка выстроили целую систему защитных барьеров. Самый известный из них – утилизационный сбор. Формально все красиво. Экология, переработка, забота об окружающей среде. Но по факту именно этот механизм стал одним из главных инструментов регулирования рынка. Причем схема работает очень интересно. Иностранные производители платят огромные суммы, которые автоматически закладываются в цену автомобиля, а отечественные компании получают компенсации, льготы или субсидии. В итоге получается парадоксальная ситуация. Рынок вроде бы открыт, но условия для участников изначально разные. Особенно сильно это ударило по китайским брендам. После ухода европейских, корейских и японских производителей, именно Китай стал главным поставщиком новых автомобилей в Россию. И как только доля китайских машин начала резко расти, давление усилилось еще больше.
Утилизбор начал расти такими темпами, что к стоимости автомобиля иногда добавлялись сотни тысяч рублей. Для покупателя это выглядит как обычное подорожание, но на деле значительная часть цены – это не сама машина, а искусственные надстройки вокруг нее. И здесь возникает логичный вопрос. Если государство столько лет защищает АвтоВАЗ, то где результат этой защиты? Где технологический прорыв? Где автомобили, способные конкурировать без административной поддержки? Потому что защита рынка сама по себе еще ничего не гарантирует. История знает массу примеров, когда протекционизм действительно помогал создавать сильную промышленность. Южная Корея, Япония, Китай – все они в разные периоды защищали своих производителей. Но между их моделью и российской есть принципиальная разница. Там защита была временной площадкой для рывка. Компании понимали, государство дает шанс, но потом придется выходить на глобальный рынок и конкурировать по-настоящему. Поэтому деньги вкладывались в инженеров, технологии, исследования, качества. Hyundai когда-то тоже считался производителем дешевых и посредственных машин. Но корейцы не остановились на этом уровне. Они десятилетиями вкладывались в развитие, нанимали лучших специалистов, строили собственные платформы, двигатели, коробки передач. В итоге сегодня Hyundai и Kia продают по всему миру и конкурируют с крупнейшими брендами. Toyota прошла похожий путь. Китайские компании проходят его прямо сейчас. Еще 10 лет назад многие смеялись над китайским автопромом. Сегодня BYD уже обгоняет Теслу по продажам электромобилей. А китайские бренды выходят на рынки Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. А теперь зададим неудобный вопрос. Что происходило в это время у нас? Но прежде чем мы разберемся с этим, прошу подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Вам не сложно, а мне благодарность за мою работу. У нас в стране во многом ставка делалась не на создание глобального конкурентного продукта, а на сохранение внутреннего рынка за счет ограничений. И это очень опасная логика, потому что она постепенно убирает главный стимул к развитию – страх проиграть. Когда компания знает, что конкурентов можно ограничить административно, мотивация меняться становится гораздо слабее. Зачем рисковать? Зачем вкладывать миллиарды в новые платформы? Зачем бороться за качество, если рынок все равно защищен? Именно поэтому разговоры про технологический обмен с Китаем вызывают столько скепсиса. Потому что настоящий технологический трансфер – это не просто сборка автомобилей из готовых комплектующих. Настоящие технологии – это инженерные школы, разработка двигателей, программного обеспечения, аккумуляторов, электронных систем. Это знания, которые позволяют создавать продукт самостоятельно, а крупноузловая сборка не создает таких компетенций. Если максимально упростить, то сегодня многие проекты выглядят так. Готовая машина приезжает почти собранной, здесь ее доукомплектовывают и называют локализованным производством. Но ключевые технологии все равно остаются за рубежом. И Китай прекрасно понимает свою позицию. Зачем ему выращивать потенциального конкурента? Китайские компании сейчас находятся в очень сильной фазе развития. Они инвестируют огромные деньги в собственные исследования и хотят продавать готовую продукцию, а не делиться критически важными разработками. Поэтому разговоры о партнерстве часто остаются красивыми словами для официальных заявлений. На практике каждый действует прежде всего в своих интересах. Китай получает огромный рынок с хорошей маржой. Российская сторона получает возможность показать рост локализации и производства, а покупатель получает автомобиль по цене, в которой все больше политики и все меньше свободной конкуренции. Самое неприятное во всей этой истории – положение обычного человека. Именно он оплачивает всю конструкцию. Ни чиновники, ни топ-менеджеры, ни крупные корпорации, а человек, который просто хочет купить машину. Причем сильнее всего это бьет по тем, у кого денег меньше. Обеспеченный покупатель все равно найдет вариант. Китайский кроссовер, параллельный импорт, более дорогой сегмент. А человек с ограниченным бюджетом оказывается фактически заперт внутри узкого выбора.
И это очень важный момент, потому что монополия редко выглядит как полное отсутствие товара. Чаще она выглядит как ограниченный выбор, где альтернативы формально есть, но все лучшие варианты становятся слишком дорогими или недоступными. АвтоВАЗ при этом остается важнейшим элементом всей системы. Это огромный завод, десятки тысяч рабочих мест, поставщики, подрядчики, налоги, социальная стабильность целого региона. Правительство действительно боится потрясений вокруг такого предприятия. Но проблема в том, что бесконечная защита постепенно превращается в ловушку для самого же производителя, потому что завод, который годами существует в тепличных условиях, все сильнее теряет способность к жесткой конкуренции. А мировой автопром сегодня – это одна из самых жестких отраслей вообще. Здесь недостаточно просто выпускать автомобиль, нужно постоянно обновляться, улучшать безопасность, электронику, экономичность, дизайн, программное обеспечение, скорость разработки новых моделей. Мир меняется слишком быстро. Пока одни спорят о защите старых платформ, другие уже строят будущее вокруг электромобилей, искусственного интеллекта и новых технологий. И вот здесь появляется главный парадокс. Государство вроде бы пытается спасти отечественный автопром, но одновременно именно такая модель может мешать ему стать по-настоящему сильным. Потому что сильная компания появляется не тогда, когда ее бесконечно прикрывают от конкуренции, а тогда, когда она учится выигрывать в честной борьбе. Да, это тяжело. Да, иногда болезненно. Да, часть компаний не выдерживает. Но именно конкуренция заставляет индустрию двигаться вперед. Поэтому главный вопрос всей этой истории даже не в Китае и не в АвтоВАЗе. Главный вопрос, какую модель будущего выбирает рынок. Модель, где покупателю дают лучший продукт за его деньги, или модель, где за покупателя заранее решили, что именно он должен купить. И самое интересное, что ответ на этот вопрос определит не только судьбу одной компании, он определит, каким вообще будет российский автомобильный рынок через 10-15 лет. Современным и конкурентным, или все таким же закрытым и зависимым от административной поддержки. Потому что история показывает одну простую вещь. Защита может стать либо стартовой площадкой для роста, либо удобным диваном, с которого уже не хочется вставать. И вот здесь проходит граница между успешной промышленной политикой и долгой стагнацией. Напишите в комментариях, как вы считаете, может ли российский автопром стать по-настоящему конкурентным в условиях такой защиты? Или без полноценной рыночной конкуренции это невозможно? Интересно почитать ваше мнение. Если выпуск был полезен, поддержите ролик лайком и подпиской. Впереди еще много больших разборов о том, что на самом деле происходит на нашем автомобильном рынке. Удачи!